Эта история развивалась покруче любого романа Агаты Кристи. Слишком уж много в ней было настоящей грязи и холодного расчета, которые не снились тихим книжным детективам. В Испании 80-х реальность пахла не старой бумагой, а свежей кровью на шелковых простынях и гарью из камина, где догорал чей-то компромат. И это не просто детектив, это диагноз целой эпохи. Перед нами одна из самых запутанных, самых скандальных и самых подозрительных историй в современной Испании. Дело, где все кричит о заговоре. Бальзак знал толк в человеческой низости, но даже его воображения не хватило бы на такие декорации. Его фраза о том, что за каждым состоянием кроется преступление, в Испании в 80-х обрела почти физическую форму. Форму пули калибра 22, выпущенной в затылок спящей аристократии. И это не просто криминал, это бизнес-ланч, где главным блюдом подали владельцев банка, а счет оплатил неудачливый зять. Но самое страшное, пожалуй, началось, когда в дом вошли свои. И пока полиция разматывала ленты, эти свои вовсю заматывали и сжигали следы. А потом на суде эти свои скажут: это для сохранения чести и достоинства семьи. Каков итог? Следствию нужна была удобная пешка, и оно его получило. И когда эта пешка через 8 лет решила заговорить, исход петля. Но с цианидом легких. Мертвые, как известно, показаний не меняют. А тюремные стены в Испании умеют хранить тишину не хуже банковских сейфов. Добро пожаловать в самое громкое, самое грязное, нераскрытое преступление Испании. Убийство маркизов Уркихо. Осторожно, Испания. «1 августа 1980 года. Мадрид. Фешенебельный район Сомосагуас. 3 точных выстрела мгновенно оборвали жизни. Маркиз Мануэль де ла Сьерра, банкир, адвокат и кавалер элитных орденов, 55 лет, убит в собственной постели. Выстрел в упор, за ухо. Хладнокровно, профессионально, без лишних движений. Его жена, маркиза Лурдес Уркихо, Гранде Испании, 45 лет, лежит в соседней комнате. 2 выстрела в рот и шею. Она просто вышла на звук и стала свидетелем, которого нельзя было оставить в живых. Утром водитель прибыл к особняку, как обычно. Повар Флорентина, единственная из прислуги, кто оставался ночевать, удивилась, что хозяева еще не спустились на завтрак. Она поднялась наверх и увидела то, что потом появилось на первых полосах всех газет Испании. Газета ABC написала в тот же день лаконично: мотив двойного убийства остается загадкой. Возможность ограбления исключена. С первого дня загадка. Банк Уркихо, основанный в 1918 году, один из столпов испанской экономики. Чтобы понять это дело, нужно понять, кем были эти люди. Убивают не просто людей, убивают символы. Это не просто богатые люди, это люди, от решения которых зависят другие богатые люди. К 1980 году маркиз де ла Сьерра использовал свое положение в одном ключевом вопросе. Он блокировал слияние банка Уркихо с банка Испано-Американо, сделку, которую очень хотели закрыть политики, банкиры, партнеры, многие. И после его смерти дети подписали эту сделку без единого возражения. Через 3 дня после убийства состоялись похороны на кладбище Сан-Хусто. Среди 300 собравшихся бывший премьер-министр Карлос Ариас Наварро, министры, крупнейшие финансисты. Люди со старыми деньгами и старыми тайнами. Дети маркизов, Мириам и Хуан, хранили полное молчание. Ни слова для прессы, ни комментариев. Журналисты это заметили и записали.
У маркизов была дочь, Мириам, 24 года. В 1978 году она вышла замуж за Рафаэля Эскобедо Алдай. Все звали его просто Рафи, 25 лет. Студент-юрист, бросивший учебу, симпатичный, светский, из приличной семьи, но не того уровня. Маркиз Мануэль открыто презирал зятя, считал его человеком без будущего, финансировал бракоразводный процесс дочери сам, лишь бы избавиться от него. Мириам ушла к другому американцу Ричарду Рью, которого все знали Дик Американец. Рафи потерял голову. 28 июля 1980 года, за 4 дня до убийства, он кричал ей: «Ты еще вспомнишь обо мне, я уничтожу твоих родителей». На этот раз все серьезно. Мотив, угроза, почти приговор. Или это слова сломленного человека, который орет в воздух, не убивая при этом никого. Вот вопрос, который суд так и не разрешил по-настоящему. В ночь с 31 июля на 1 августа Рафи ужинал с приятелем Хавьером Анастасио в ресторане «Эль Эспехо». Около 3 ночи попросил подвезти его к дому маркизов. Заехал к себе за спортивной сумкой. Анастасио высадил его у поворота и уехал. Дальше темнота и 3 выстрела, которых никто не слышал. В день убийства Хуан, по его словам, находился в Лондоне, где изучал финансы в рамках магистратуры. Узнал об убийстве родителей утром 1 августа по телефону и прилетел в Мадрид вечером. Алиби четкое, ясное, выверенное. Но вот только подтвердить его оказалось невозможно. Ни один журналист, ожидавший у трапа самолета в аэропорту, не видел Хуана де ла Сьерра среди прилетевших. Когда судья потребовал авиабилет и паспорт, Хуан обжаловал требования и отказал его предоставить. Его адвокат заявил, что он летел рейсом авиакомпании «Иберия». Защита получила полный список пассажиров того рейса. Хуана там не было. Были опрошены все 135 человек на борту, и никто его не запомнил. Ни пассажиры, ни один бортпроводник. Исповедник маркизы, человек, которому не лгут, подтвердил в суде. Он разговаривал с Хуаном по телефону в то утро, и тот уже был в Испании. И последняя деталь, которая переворачивает все. Хавьер Анастасио, тот самый человек, которого считали соучастником Рафи, дал показания на допросе. В ту ночь, когда он ехал с Рафи к особняку, тот объяснил ему причину поездки. Он договорился встретиться с Хуаном. Разве Хуан не в Лондоне? И ни одно из этих показаний не было принято судом во внимание. Следствие сразу установило, убийца или убийцы в совершенстве знали планировку особняка. Взломали именно те входы, что нужно. Направились прямо в спальни. Действовали без паники и не разбудили никого. Ни охрану, ни прислугу, ни собак. А потом случилось то, что в нормальном расследовании случиться не должно. Когда утром приехала полиция, тела уже были вымыты. Кто-то успел раньше. Администратор особняка Диего Мартинес Эррера распорядился обмыть трупы для сохранения достоинства господ. А потом вышел в сад и сжег документы из сейфа. Что это были за документы, неизвестно. Судебно-медицинские эксперты получили стерильные трупы вместо места преступления. Гильзы, улики, следы пороха – все уничтожено. Когда его прижали вопросом «Зачем?», администратор ответил просто, цитата: «Я не думал, что это помешает. Браво!» Он настаивал на том, что он не эксперт в криминалистике и не осознавал, что стирает ключевые улики. Он преподносил это как досадную ошибку, а не как умышленное уничтожение доказательств. Считается, что в момент убийства на вилле маркизов находились 5 человек. Кто же были преступниками в единственном или множественном числе? Известно, что одной из этих 5 была женщина, поскольку на месте преступления были найдены пряди женских волос. Дело маркизов – это не просто убийство, это учебник по тому, как не надо расследовать преступления, или по тому, как надо расследовать их так, чтобы ничего не найти.
Вилла в Самосагуас – это не дачный поселок, это охраняемая территория с забором, прислугой, ночными сторожами. Однако в ту ночь никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Люди, чья работа замечать чужих, не заметили ничего. Вопрос – как? На вилле жили собаки. В ту ночь они не издали ни единого звука, ни единого. Это возможно ровно в двух случаях. Либо они знали убийцу, либо их профессионально нейтрализовали. Рафи утверждал, что проник в дом, вырезав стекло алмазом. Экспертиза установила, стекло было разбито изнутри. На следственном эксперименте Рафи физически не смог показать, как он пролез в окно. По комплекции. Просто не влез. Калибр 22. Оружие хирургов от убийства. Маленькая пуля, почти бесшумная, но требующая предельной точности. Убийца бил точно в затылок, точно в шею, точно в подбородок. Судебно-медицинские эксперты и психиатры-криминалисты, обследовавшие Рафи, были единодушны. Его психологический профиль несовместим с хладнокровным профессиональным убийством. Утром, когда еще только нашли тела, у виллы появился Диего Мартинес Эррера, тот самый администратор. Он был одет в траур с самого раннего утра, до того, как это стало официально известно. Он прошел прямо в кабинет, открыл сейф и достал документы, и начал жечь их в саду. Мартинес Эррера умер, и ответы ушли вместе с ним. 4 гильзы, найденные в спальне, исчезли. Рукописное признание Рафи исчезло из полицейских архивов. Пистолет Стар-22, найденный детьми в водохранилище Сан-Хуан, уникальное оружие, которых во всей Испании было выпущено не более 20 штук, тоже исчез. На следующий день после ареста Рафи сразу 3 человека совершили срочные поездки в Лондон. Хавьер Анастасио, администратор Мартинес Эррера и Хуан де ла Сьерра, сын убитых маркизов. Совпадение? Конечно, как и все остальное в этом деле. 8 месяцев следствие буксовало, а потом мальчик, игравший у водохранилища Сан-Хуан, нашел на берегу пистолет. Оружие было зарегистрировано на имя отца Рафи, коллекционера оружия. Следователи выехали в семейное имение Рафи, нашли гильзы, которые предположительно, по некоторым оценкам, могли совпадать с теми, что были найдены на месте преступления. Могли. Предположительно. На основании этого «могли» человека арестовали за двойное убийство. Ночь допроса в штаб-квартире Главного управления безопасности на площади Пуэрто-дель-Соль. Рафи потом рассказывал, его допрашивали голым, не давали спать. Это был 1981 год, 6 лет после Франко. Старые методы умирали медленно. Под утро Рафи подписал признание. А потом само признание исчезло из архивов, просто испарилось. Все расследование этого дела – скандал, абсолютный абсурд. Возможно, не имеющий аналогов в Испании. Скажет впоследствии журналист Мельчор Мильяс, посвятивший этому делу годы работы. В конце июня 1983 года Эскобедо был признан виновным в 2 убийствах и приговорен к 53 годам, 4 месяцам и 2 дням заключения. 26 лет и 8 месяцев за каждое убийство. Плюс 20 миллионов песет компенсации детям маркизов. Ему было 25, когда все началось, 29, когда зачитали приговор. Но в истории испанского правосудия вошла не цифра, вошла формулировка. Судья Бьенвенидо Гевара написал в документе на 1,5 страницы. Цитата. «Рафаэль Эскобедо убил маркизов Уркихо. Один или в компании других». Один или в компании других – это не приговор. Это признание в собственном бессилии, аккуратно упакованное в юридический язык. Это как написать в медицинском заключении: пациент умер сам или с посторонней помощью. Прокурор добавил в своей речи: вполне возможно, что прямо сейчас другие соучастники смеются над тем, что избежали правосудия. Браво!
Прокурор сам признал, соучастники существуют, и они на свободе. После чего суд закрылся, и все разошлись по домам. А Рафи поехал в тюрьму. Хавьер Анастасио, приятель Рафи, который отвез его к особняку той ночью. Рафи попросил его избавиться от спортивной сумки с пистолетом. Анастасио утопил ее в водохранилище Сан-Хуан и был арестован. Провел 3,5 года под стражей. Накануне суда бежал в Бразилию. Никто его не искал по-настоящему. Вернулся в Испанию после истечения срока давности. В своей книге пишет, цитата: «Я убежден, что за всем этим стоит очень мощная рука, и что слияние банков – это и есть настоящий мотив». Маркиз де Торремоса Маурисио Лопес Робертс – лучший друг Рафи. За 2 дня до убийства купил глушитель. Говорит, для охоты. Осужден на 10 лет за укрывательство. Дал Анастасио деньги, чтобы тот успел бежать. При этом сам до конца жизни говорил, Рафи платит за других. Умер в 2014 году. Администратор Мартинес Эррера, тот самый, который вымыл тела и сжег документы, и тот, кто явился в особняк в трауре на утро, когда еще никто ничего не знал, он отрицал свою причастность к их убийству, отвечая на обвинения, выдвинутые против него Рафаэлем Эскобедо. И следствие им почти не занималось. Умер и унес тайны с собой. И, наконец, самый неудобный элемент пазла – Маркиз и ЦРУ. Дворецкий семьи прямо заявил, мозгом операции был сын Хуан де ла Сьерра, который якобы и посылал Рафи убить отца. Эта версия никогда не была расследована, но она проливает новый свет на эти события того утра. Среди документов, поспешно сожженных в камине, могла быть бумага, которую адвокат Рафи обнаружил лишь годы спустя. Сертификат посольства США. Оказалось, Маркиз был не просто банкиром, а сертифицированным переводчиком с глубокими связями в американских структурах. Кто-то вскользь произнес «ЦРУ», но эту нить никто не потянул. Следствие предпочло версию об обиженном зяте с фонариком и горелкой. Ведь гораздо проще посадить в камеру одного неудачника, чем признать, что в спальне Самосагуаса столкнулись интересы спецслужб. Получается, что Маркиз де ла Сьерра был не просто банкиром, он был сертифицированным переводчиком и имел официальные глубокие связи с американскими структурами. Возможно, он был человеком, который знал слишком много о том, как американские деньги текут в испанские сейфы. Хуан же после смерти отца благополучно унаследовал титул. Это очень больно. В 22 года я оказался абсолютно один перед лицом жизни. С родителями я ладил более-менее хорошо. Жил спокойно, умер в 2022 году от ковида. Середина июля 1988 года. Тюрьма Эль-Дуэсо, Кантабрия. Журналист Хесус Кентера приехал к самому известному заключенному Испании. Рафи согласился говорить. То, что вышло в эфир, это была одна из самых страшных телевизионных записей в истории страны. Не потому, что там была кровь, а потому, что там был человек, которого уже не было. Худой, потухший, глаза, в которых не осталось ни злобы, ни борьбы, только усталость, прошедшая сквозь все возможные стадии и остановившаяся на последней. Он говорил тихо, без пафоса. О суде. Никому не было интересно расследовать. Все было решено заранее, до того, как зачитали приговор. О тюрьме. Тюрьма меня уничтожила. Я дошел до конца. Наши судебные и тюремные власти могут гордиться собой. Им удалось сделать из меня ничто. Сегодня я – ничто. О будущем. Единственное, чего мне не хватает, это ящик с маленьким крестиком сверху. И последнее, что он сказал о своей единственной опоре в камере. Я прячусь в наркотиках, это единственное, что позволяет мне продолжать выживать. Рафи в телевизионном интервью начал намекать, что готов рассказать правду, говоря, что знает имена настоящих сообщников. Через 20 дней после выхода этого интервью в эфир Рафи нашли мертвым в камере. Ему было 33 года.
Официальная версия – самоубийство через повешение. Но его адвокат Маркос Гарсия Монтес не верил в это никогда. Он немедленно заказал независимую экспертизу. Судебно-медицинские эксперты были категоричны. Тело не демонстрировало характерных признаков смерти через повешение. Ноги были на матрасе. Не было типичных следов на шее и не было самого главного физиологического признака, который сопровождает смерть через удушье. Позже провели вскрытие и нашли в легких 14 мг чистого цианида на килограмм ткани. Следы также в кишечнике, желудке, сердце, почках. И цианид – это не то, что находят в тюремной аптечке. Это не таблетки от головной боли. Это вещество, которое надо принести специально. Рафи обманули, говорил адвокат. Ему дали пакетик, сказав, что там кокаин. Вместо этого цианид. Те, кто это организовал, получили награду – досрочное освобождение. Записки о прощании не было, что само по себе странно. Рафи провел в тюрьме годы и писал бесконечно. Воспоминания, письма, заметки. Его рукописные мемуары до сих пор хранятся у адвоката в сейфе в Мексике и США. Они никогда не были опубликованы. Интересно, почему? Вместе с Рафи умерла большая часть правды о том, что произошло в особняке Самосагуас. Анастасио в своей книге описывает детали, которые стоят отдельного внимания. За 3 дня до смерти Рафи некий человек по имени Анхель перевел 250 тысяч песет на счет заключенного по прозвищу Хлебник, того самого, который раздавал хлеб в тюрьме и имел ключи от камеры Рафи. 4 дня спустя еще 250 тысяч. Заключенный, который обычно не получал никаких денег. Никто не стал выяснять, откуда. Рафи был готов заговорить, писал Анастасио, и именно тогда его нашли повешенным. Если бы он заговорил, это создало бы большие проблемы для определенных людей. Адвокат Гарсия Монтес сказал прямо, цитата: «В тот день, когда он умер, убийцы чокнулись шампанским». Soy víctima y no soy verdugo. No soy verdugo. В 2010 году в этой истории официально выключили свет. Истек срок давности. Все обвинения испарились, как дым от выстрела. Дело закрыто. Спите спокойно, господа. Кому было выгодно, чтобы это дело было закрыто именно так. Судья в приговоре стыдливо прикрылся фразой «один или в компании других». Вот только этих других никто не искал. Искать друзей маркизов в Испании 80-х было вредно для здоровья. Эта история не о вине Рафи. Это история о том, как работает государственная машина, когда ей скармливают идеальную жертву. Человек, которого не жалко, а за его спиной стояли те, кто знал коды от замков. Те, кто умел договориться с собаками и властью и приказать: вымойте трупы до приезда полиции. Бальзак чертовски не ошибался. За каждым большим состоянием кроется преступление. Осторожно, Испания. И помните, правда здесь глаза не колет. Ей просто вовремя их завязали.